Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами разберем приемы коучинга в работе с сотрудниками. Почему именно эта тема? Как вы помните, в прошлом видео я вам рассказывала о том, что кричать на сотрудников или давить на них – это строго противопоказано. И, конечно же, многие руководители, посмотрев это видео, подумают, а как же тогда мне мотивировать своих подчиненных к изменениям, как мне им донести, что вот сегодняшняя ситуация, она неправильная, и нужно как-то изменить стиль своей работы. Так вот, это можно сделать в другой форме, в какой я вам сегодня расскажу. А для тех, кто с коучингом близко не знаком, я напомню или кратко опишу. Коучинг – это стиль работы, который подразумевает, что не я вам даю готовые решения, не я вам говорю, делай вот так, делай вот этим методом, делай как я, а я спрашиваю, что бы ты хотел изменить, как ты это изменишь, чем я тебе могу помочь. То есть это некоторая беседа, это некоторые вопросы, которые задают человеку, и в итоге он сам понимает, что бы он хотел изменить и как это лучше ему сделать. Чего мы тут добиваемся? Я экономлю свои ресурсы, это раз, потому что мне не нужно придумывать способы, как мне ему подсказать, как ему решить проблему. Экономия времени и сил – раз. Второе. Так как человек сам отвечает на эти вопросы, он сам берет на себя ответственность. То есть он сказал, ему же это и делать. Он же не может сказать, что ваш совет мне не подходит. Он сам придумал решение, сам же решил его выполнять. Соответственно, у меня больше шансов, человек выполнит эту задачу. И последний момент, то, что я выражаю уважение к нему. Не я просто раздаюсь им однотипные советы, не принимаю во внимание их индивидуальность, а я сама спросила, как ты будешь решать. Давай, делай, как ты хочешь. Мне нужен только результат, а в этом я тебе помогу. То есть я проявляю уважение к личности человека. Итак, давайте разберем, что это будет за беседа. Я вам пропишу прям основные блоки, которые нужно с человеком обсудить. Почему это важно? Потому что задавать вопросы многим непривычно. Руководителям привычнее ходить и раздавать указания, морали читать и какие-то вот речи мотивационные. Это делать умеют многие. Но задавать правильно вопросы – это, как правило, тяжело. И все равно руководитель в ходе своего общения с сотрудниками съезжает на то, что начинает ему читать мораль. Ты понимаешь, как это важно, делай как я же тебе 100 раз говорил. В этот момент у человека отключается мозг, он перестает вас слушать и думает, ну опять началось. Поэтому, чтобы этого не происходило, я вам прям пропишу структуру. Итак, давайте возьмем пример. У нас отдел продаж, и сотрудник не выполняет планы 3-й месяц. Ну, например, такая ситуация, хотя это может быть любая другая. О чем я должна с ним говорить? Итак, я вызываю его на встречу, либо подхожу в ходе рабочего дня с целью с ним пообщаться. И первый блок вопросов я должна узнать, как он сам себя оценивает. Это будут вопросы следующего стиля. Как ты считаешь, насколько твоя работа эффективна? Как ты считаешь, что бы ты мог улучшить? Что у тебя уже хорошо? Какие твои сильные стороны? Что бы ты хотел подтянуть? Как думаешь, почему не получается? Как думаешь, что сейчас мешает? Как думаешь, каких сильных качеств тебе не хватает? Что бы ты хотел доразвить? Что важно, я это спрашиваю абсолютно в спокойном тоне, не в назидающем, не в критикующем. Я интересуюсь, как ты сам свою ситуацию оцениваешь, как ты считаешь, почему у тебя сейчас такие результаты. После того, как мы об этом поговорили, я желательно на листочке фиксирую результаты. Сильные стороны вот такие, вот эти стороны доработать. Соответственно, о них мы и будем говорить. Итак, после того, как мы с нашим менеджером определились, что ему нужно доработать, я должна его спросить, ну слушай, а какие есть варианты? Вот как считаешь, как ты мог бы повысить свои показатели? Какие у тебя есть методы решения? И я слушаю, что он мне отвечает. Что тут важно? Очень часто сотрудники привыкли к тому, что за них отвечают. И первая реакция у человека, ну, я не знаю. Так вот, не спешите давать ответ, дайте паузу. Скажи, ну, подумай, у тебя есть опыт работы, ты видишь, планы не выполняются. Что ты можешь сделать? Ведь я же не могу за тебя решать. Это же тебе нужно. Это же твой вопрос. И слушаем, помогаем думать. Как только он сказал свои первые варианты, вы тоже можете присоединиться и именно посоветовать. Не в директивном тоне, а посоветовать. А может, вот так попробуешь? Может, еще вот такой способ тебе будет полезен. И вы записываете варианты действий.
Какие варианты? Когда вы записали те варианты, те пути, которыми ваш сотрудник будет достигать намеченных целей, важно его спросить о времени. Да? Ведь любые цели должны быть ограничены во времени. Ну, скажи, пожалуйста, к какому сроку ты думаешь, у тебя будут первые продвижения? Или к какому сроку ты достигнешь вот такого показателя? И, в общем-то, за ним записывайте, к какому сроку он этого достигнет. Смотрите, здесь есть такое искушение, всегда люди изначально говорят достаточно короткий срок. Ой, за неделю я все сделаю. Ваша задача не прижать его вот этим сроком, не поставить какую-то стрессовую ситуацию, а дать какое-то реальное время. То есть точно за неделю? Ты уверен? Или все-таки 2 недели тебе лучше будет? То есть задача должна быть достижимой в этот срок. Поэтому помогайте ему выбрать срок, который будет ему комфортен. Далее, так как вы хороший руководитель, вы понимаете, что, возможно, ему на самом деле будет тяжело, абсолютно необходимо предложить помощь. Тебе нужно чем-то помочь? Я могу тебе чем-то помочь? Нужно ли у кого-то еще попросить помощь, чтобы ты этого достиг? Кстати, сразу скажу, как правило, говорят «нет». То есть все человек может сделать сам. Очень редко нужна какая-то сотрудникам помощь, что и доказывает моя теория о том, что каждый должен сам решать свои проблемы. Как правило, у него есть для этого все ресурсы. Далее мы оговорили свои цели, пути достижения, сроки. И последнее. Нам нужно определиться, нужно понять, правда ли наш сотрудник готов это выполнить. На самом ли деле он в этом уверен. И поэтому мы здесь зададим вопрос, чтобы оценить степень его готовности. Ну, например, мой любимый вопрос такой. Вот смотри, мы с тобой сейчас все проговорили, план у нас есть. Как считаешь, у тебя получится его выполнить? Вот давай от 0 до 10 оцени и слушаем, что он отвечает. Если от 0 до 10 он оценивает степень своей решительности на 7 и ниже, это означает, что мы что-то слишком сложное поставили, и вряд ли он это выполнит. Если он оценивает на 8, 9, 10 на высшие баллы, то, скорее всего, он чувствует решимость, ему это будет выполнить по силам. Итак, это общая структура. И дополнительный пункт – это я могу оговорить от себя уже поощрение и наказание, если это нужно, если ситуация на самом деле критичная. Поощрение, наказание. Например, я могу говорить: смотри, мы с тобой все прописали, я желаю тебе удачи, я тебе помогу, если тебе нужно будет, но я тебя предупреждаю, если ты не выполнишь к этому сроку поставленную задачу, то, к сожалению, я буду вынуждена и проговариваю, что именно ожидает человека. Или наоборот, если ситуация не столь критичная, можем обойтись поощрением. Смотри, если ты все выполнишь, ты будешь большой молодец, и я смогу дать тебе премию, выходной, отпуск. Что-то приятное. Вот такова наша общая структура. Как вы видите, вся она строится на вопросах к нашему сотруднику. Теперь давайте приведу пример с этим же менеджером. Например, возьмем Саша. Первый блок. Саш, скажи, пожалуйста, как сам оцениваешь свою работу? А какой ты показателем в твоей группе в отделе? Как думаешь, мог бы ты большего достичь? Как это можно сделать? Или как думаешь, почему не получается сейчас? Чего тебе не хватает? Знание товара, что-то еще? Как у тебя с техникой продаж? А как с возражениями? Возражения тоже не тянешь, правильно? И записала, что ему кажется, у него хромает. Далее я ему читаю: смотри, ты мне сказал, что у тебя хромает работа с возражениями, сильно теряешься, и по товару бывает плаваешь. Вот как быть? Как нам эту ситуацию решить? И человек накидывает варианты, как он будет учить товар, как он будет учиться работать с возражениями. Ага, хорошо, слушай, как думаешь, к какому сроку твои показатели вырастут? Вот до плановых, да, тебе нужно плюс 30%. Он оговаривает срок, я убеждаюсь, что он реальный. Спрашиваю: помощь тебе нужна? По товару тебе подсказать, по возражениям. Если нужна, оговариваем, в какой форме я ему эту помощь дам. Если нет, идем дальше. Ну что, как думаешь, выполнишь? Давай от 0 до 10 оцени. 8 и меньше. 7 и меньше, значит, не готов. Пересмотрели цели. Говорит: я готов на 9 точно. Значит, я буду верить в то, что на самом деле выполнит. Я оговариваю:
Саш, мы с тобой проговорили наш план действий. Если нужна будет помощь, все-таки обращайся, но я верю в твои силы, но должна тебя предупредить. Если показатели выполнены не будут, то последуют вот такие действия, к сожалению. А если будут выполнены, я буду очень рада, последуют вот такие действия. Итак, как вы видите, разговор наш прошел в доброжелательном формате. Человек сам оговорил, что ему и когда необходимо сделать. Я лишь оговорила свои действия по итогу его работы. Как правило, этот диалог не ведет к ощущению обиды у человека, к ощущению того, что его не слушают, его не уважают и воспринимают сотрудником достаточно хорошо. Что еще важно для руководителей? Помните, то, что вы оговорили в виде поощрения или наказаний, должно быть выполнено. Вот что важно. Не путайте доброжелательность и бесструктурность. Вы доброжелательно поговорили с своим сотрудником, но меры вы будете выполнять строго, как обещали. Что поощрение, дайте то, что вы обещали. Что наказание. Как бы вы доброжелательно не общались, если он не выполнил, вы говорите: прости, но я тебя предупреждал, я не могу поступить иначе. Таким образом, вас будут воспринимать как человека доброжелательного и нацеленного на помощь сотрудникам, но при этом справедливого и вот такого структурного, дисциплинированного. Друзья, я вам рассказала о том, как я применяю коучинг по работе с сотрудниками и подчиненными. Надеюсь, для вас это было полезно. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, я вам буду рада ответить. Ну а если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.